Шин и не подозревал, что его семья не просто ученые, а потомки благородного рода из Геатской империи, известные своими телепатическими способностями. Жизнь казалась идеальной, особенно со старшим братом Шири, на которого он смотрел как на героя. Шири был крутым. Шин боготворил своего старшего брата, который выглядел как герой из игры Honkai Star Rail и проводил с ним большую часть времени. Братья были неразлучны, всегда смеялись и притворялись, что их счастливые дни будут длиться вечно. Иногда Шин ходил с родителями на работу, где они вместе с коллегами проводили исследования. Он даже общался с дочкой коллеги, хотя она всегда казалась не очень заинтересованной в играх. Но жизнь Шина вот-вот должна была круто измениться. Все изменилось, когда Геатская империя объявила войну Республике Сан-Магнолия, выпустив на поле боя ужасающих роботов в стиле призрак в доспехах под названием Легион. Республика заявила, что ответит своими автоматизированными боевыми машинами, пообещав честную битву без участия людей. Спойлер. Это была огромная ложь. С тех пор единственный друг Шина отвернулся от него, называя его грязным и отказываясь играть с ним. Затем республика разделила свою территорию на 85 секторов для альбо-серебряноволосых и альбо-сероглазых людей, которых считали элитой. Но за закрытыми дверями они отправляли всех, кто не был альбо, в 86-й сектор, гетто, где эти изгои должны были пилотировать боевые машины. Семья Шина была предана своими друзьями Альба и тоже оказалась там, став еще одной группой одноразовых солдат. Не понимая, что происходит, Шин не осознавал, что происходит вокруг. Однажды он перестал слышать голос своей матери и спросил Шири, где их родители. Как и положено в трагическом аниме, их родители погибли за кадром, оставив братьев одних. Шири был в отчаянии не только из-за потери родителей, но и из-за того, что получил повестку, в которой говорилось, что он должен пожертвовать своей жизнью ради Сан-Магнолии. В горе Шири сорвался. Он набросился на Шина, стал его душить и обвинять во всем, что произошло. Шири кричал, что их родители погибли, защищая Шина, и что он тоже погибнет, потому что Сан-Магнолии нет дела до таких, как они. Шин чуть не стал очередной трагической жертвой, но священник услышал крики и вовремя вмешался, оттащил Шири и сделал Шину искусственное дыхание. Осознав свою ошибку, Шири пообещал себе, что больше не позволит своему младшему брату участвовать в войне. Но сдержать обещание он не смог. Республика тоже не собиралась отпускать Шина с войны, и его призвали, как и его брата до него. Все стало еще хуже, когда Шин нашел тело Шири в его боевой машине, обезглавленное и брошенное на поле боя. Шин продолжал сражаться на войне и в конце концов дослужился до звания капитана ударного отряда, элитного подразделения обороны первого боевого сектора 86-го сектора. У них были лучшие солдаты, но они не задерживались надолго. Теперь Шин стал закаленным в боях ветераном. Он так серьезно относился к своей работе, что даже сам добивал тяжело раненых товарищей, не позволяя врагу забрать их жизни. После каждого сражения он собирал жетоны погибших, вырезая на них имена, чтобы их никогда не забыли. Однажды в отряд Шина приходит новый командир, высокомерная, но справедливая девушка по имени Лена, которая только что получила повышение. Она представляется новым командиром отряда. Когда она подходит к Шину, он называет ей свое имя – Гробовщик. У всех 86 солдат были личные имена, которые использовали их командиры. Поэтому отряд Шина спокойно воспринял новость о новом командире. Шин, как всегда профессионал, говорит Лене, что рад работать с ней. Ранее Лена встречалась с генералом Карлом Шталем, который срочно назначил ее командиром отряда. Оказывается, предыдущий командир отряда уволился, не выдержав напряженной и пугающей работы с Шином. Генерал Карл Шталь обвинил Шина, который заработал репутацию человека, сводящего командиров с ума, заставляющего их увольняться или, что еще хуже, отправляющего их прямиком в мир теней. Его не зря прозвали гробовщиком. Шин повидал больше командиров, чем кто-либо мог себе представить, и немногие могли с ним справиться. После встречи с генералом Лена пошла к своей подруге Аннет, одной из ученых, создающих парарейдовые устройства, по сути Bluetooth-гарнитуры на стероидах. Лена мечтала превратить их в нечто вроде Apple Vision Pro, синхронизировав с органами слуха и зрения отряда, чтобы она могла наблюдать за боем в режиме реального времени, как в прямом эфире. Но Аннет отговорила ее, объяснив, что это не соревнование, а война, и такая нагрузка может свести ее с ума. Даже нынешние парарейды уже были на пределе возможностей мозга. В конце концов, Лене пришлось довольствоваться голосовым чатом с расширенными возможностями Discord Nitro. Она слушала голоса своих товарищей по отряду и следила за ходом битвы с помощью радара. На следующий день передовой отряд снова готовился к битве. Враг Легион, эти машины-роботы из Империи Джаят, были в движении и направлялись к их территории 4 отрядами. Они должны были напасть на отряд Лены через 2 часа, но без командира, который бы их вел, победа казалась легкой.
Увидев такую возможность, Шин приказал отряду устроить засаду на легион и уничтожить как можно больше вражеских сил. Когда отряд завел свои джаггернауты, Лена наконец связалась с ними, готовая отдать приказ об атаке на легион. Но к тому времени Шин и его команда уже были на передовой. Впечатленная их инициативой, она позволила им продвинуться вперед и атаковать легион. Когда легион приблизился, отряд открыл огонь, поражая врага во всех направлениях. Но не все шло гладко. Скорпион, подразделение легиона, предназначенное для дальних атак, заметила их и начала обстреливать тяжелой артиллерией. Шин быстро заметил угрозу и приказал отряду рассредоточиться, едва избежав попадания снарядов. Лена сообщила точное местоположение Скорпиона. Шин воспользовался этой информацией и отправил взводы, чтобы уничтожить наблюдателей. Но на этом все не закончилось. Пока битва продолжалась, Райден понял, что у легиона слишком много танков Лоу. Шин решил разобраться с Лоу сам, пока Райден и остальные сосредоточатся на оставшихся отрядах. Райден прикрывал Шин Мая, расчищая ему путь, и, возможно, хотел произвести впечатление на Лену, которая явно обратила на него внимание. Шин специализировался на уничтожении врагов с помощью скорости и точности. Он молниеносно расправлялся с ними и отступал, прежде чем они успевали контратаковать. Он значительно сократил их численность, оставив лишь нескольких, что, казалось, еще больше впечатлило Лену. К рассвету легион отступил, оставив передовой отряд наблюдать за восходом солнца после битвы. Тем временем в республике ученикам класса Gen Z из Альбы рассказывали о войне в приукрашенной версии. 9 лет назад империя Джаят объявила войну Сан-Магнолии, отправив армию автономных боевых машин, известных как Легион. Но вскоре империя потеряла контроль, и через 5 лет ее уничтожили собственные творения. Считалось, что у Легиона был жестко запрограммированный срок службы в 50 часов, то есть около 6 лет, что означало, что все они отключатся в течение 2 лет. Ученикам сказали, что им нужно продержаться всего пару лет, пока война не закончится, и что благодаря якобы автономным джаггернаутам республики человеческие жертвы будут сведены к минимуму. Лина прервала урок и рассказала правду. Она разоблачила ложь профессора, объяснив, что джаггернауты вовсе не были автономными. Она рассказала настоящую историю республики, о создании 85 административных секторов для Альбы и о 86-м секторе, где люди не Альбы были вынуждены жить и управлять боевыми машинами. Вместо того, чтобы играть в Fortnite или листать TikTok, как дети из Альбы, эти подростки были отправлены на передовую без зарплаты и признания. Лена, будучи куратором, отвечала за командование этими отрядами, и она не собиралась спускать с рук альбанским детям их невежество. На базе отряд Копье отдыхал, стрелял по банкам и играл со своим роботом-питомцем Фидо. Райден спросил Шина, что он думает о действиях Лены в последнем бою. Шин, всегда критичный командир, признал, что она была впечатляющей, как будто провела за игрой в Total War Shogun 2-3 часа. Ее тактика соответствовала их собственной, что доказывало, что она не просто очередная девушка, играющая в Valorant или League of Legends. Райдену было любопытно, как долго она сможет продержаться. Когда Райдену пришлось присоединиться к Кёну, чтобы пострелять, один из лейтенантов, известный как Снежная ведьма, принес Шину кусочек торта, прежде чем поделиться с остальными. Она небрежно спросила Шина о книге, которую он читал, что он часто делал, чтобы отвлечься. Позже, после недели молчания, Лена связалась с отрядом, что было редкостью, учитывая, что предыдущие кураторы не выдерживали напряжения работы с копьем. Шин похвалил ее за действия в бою, и Лена ответила тем же. Но потом она подняла вопрос, который Шин поднимал в своих отчетах с тех пор, как стал капитаном. Удивленный, Шин отметил, что ни один предыдущий куратор не удосужился прочитать эти отчеты, но Лена прочитала. Когда Шин спросил, почему ее вообще волнует происходящее на передовой, Лена ответила, что ее работа как куратора — анализировать тактику и построение легиона, чтобы помочь разработать контрмеры. Она убеждала его серьезно отнестись к отчету, но Шин в шутку сказал, что не умеет ни читать, ни писать, и это вызвало у его сослуживцев приступ смеха. Пока отряд болтал с Леной, она спросила их о службе в армии и узнала, что у Шина скоро заканчивается срок службы. Это был его последний год. Механик отряда Лев позвал Шина, а Лена спросила его о планах после армии. Шин признался, что еще не думал об этом, и Лена посоветовала ему начать строить планы на будущее. Шин только улыбнулся и согласился. На следующий день Лена снова позвонила. У нее вошло в привычку болтать с отрядом вне службы, почти как на свидании с Шином. Это не нравится Кирне, одной из лейтенантов по имени Стрелок. Она в раздражении выбегает из комнаты, а за ней выходит еще одна лейтенант, Дая по прозвищу Черная собака. Кирна рассказывает ему о Лене, называя ее белой свиньей,
потому что она Альба. Ей не нравится, что Лена отвлекает внимание Шина, тем более, что каждый день может стать для них последним на поле боя. Она хочет, чтобы Шин поскорее прогнал Лену, как он делал это с предыдущими кураторами. Дая напоминает ей, что Шин не прогоняет кураторов специально, и уж точно не стал бы делать это, чтобы успокоить ее обиду на Лену. К тому же, она никогда не скажет этого Шину в лицо. Кирна извиняется, но признает, что терпеть не может Лену. Ее ненависть к Альбам глубока. Ее родители были убиты солдатами-альбами, которые использовали их в качестве мишеней. Она считает, что все альбы отбросы, которых она никогда не простит. С этими словами она уходит от Даи. Тем временем Лена продолжает общаться с отрядом, уделяя особое внимание разговору с Кай, которая кажется в хорошем настроении, несмотря на мрачную судьбу, предсказанную ее именем. Они вспоминают о метеоритном дожде, который однажды видели во время битвы, и смеются, говоря, что скорее всего больше такого не увидит. Лена упоминает, что сама никогда не видела метеоритный дождь, потому что в городе всегда горят огни и не видно звезд. В первом округе, где базируются 86-е, все по-другому. Ночи там темные, но по крайней мере можно увидеть звезды. Лена с любопытством спрашивает Кай, ненавидит ли она Альбу. Кай признается, что презирает то, что Альба сделала с ними, но не верит, что все Альбы плохие, как и не все 86-е хорошие. Она не ненавидит Лену только потому, что та Альба. Затем Кай спрашивает, почему Лена так заботится о них. Лена рассказывает, что солдат из 86-го спас ей жизнь на поле боя, когда она была моложе, и теперь она хочет помогать таким людям, как он, и сражаться за свою страну. Кай подшучивает над Леной за ее идеалистический взгляд на мир, говоря, что она не создана быть обработчиком. 86-е сражаются не ради благородных целей, они просто пытаются выжить. Она советует Лене бросить это дело, пока не поздно. Лена ничего не отвечает. Позже Лена связывается с отрядом и сообщает, что приближается легион. Шин отвечает, что они уже готовятся к бою в определенной точке. Когда отряд занимает свои позиции, Лена приказывает Кирине переместиться на 500 метров к 2 часам, где она сможет занять выгодную позицию на возвышенности. Оттуда она сможет вести наблюдение и прикрывать основные силы, уничтожая низкоранговых легионеров. Несмотря на неприязнь к Лене, Кинна подчиняется и занимает новую позицию. После успешного уничтожения низкоранговых легионеров, Кинна сообщает о цели и выводит свой взвод. Лена, однако, замечает одинокого низкорангового легионера, который приближается к Каю и быстро сверяется с картой. Она понимает, что Кай направляется прямо в болото и пытается предупредить его, но уже слишком поздно. Не зная местности, Кай застревает, и легионер нападает на него, что приводит к его безвременной смерти. После миссии Лена благодарит всех за их усилия и извиняется за смерть Кая, виня себя в том, что не заметила детали на карте. Но прежде чем она успевает закончить, Тео, еще один лейтенант, известный как смеющийся лис, сердито прерывает ее. Он резко говорит, что смерть 80-х – это просто цифры, о которых Лена забудет к ужину. У них нет времени на ее вину или сочувствие. Они только что потеряли товарища, и ее чувства не вернут Кая. Лена пытается ответить, но Тео продолжает, говоря, что в отличие от Альбы, 86-е действительно заботится о своих товарищах. Если бы Альба действительно заботилась, они бы не втянули 80-60-х в войну, где они умирают как одноразовые инструменты. Они сражаются не потому, что хотят, а потому, что им приходится сражаться. Тео обвиняет Альбу в миллионах жизней, потерянных за последние 9 лет, и говорит Лене, чтобы она не притворялась, что ей не все равно. Ведь она даже не потрудилась спросить их настоящие имена. Лена плачет, потому что понимает, что Тео прав. Ее доброта не решит все проблемы 86-го. Тео был в ярости, и когда Райден попытался его успокоить, Тео набросился на него, обвиняя в том, что он защищает Лену, белую свинью. Все накалилось до предела, пока Шин не вмешался и не заткнул Тео, не оставив ему выбора, кроме как перестать ныть, как ребенок. Затем Райден сказал Лене выйти из голосового чата, потому что никто не был в настроении разговаривать. Лена, опешив, извинилась и отключилась. Когда она ушла, злость Тео сменилась сожалением. Он признался, что чувствовал себя бесполезным, потому что не смог помочь Каю. И чувствовал себя так же ужасно, как и Альба, которую он презирал, особенно из-за того, что сорвался в день смерти Кая. На следующий день команда успокоилась, и они посоветовали Тео попробовать выразить свои чувства более конструктивно, напомнив ему, что все они беспокоились о Кайо и тоже страдали. Позже той же ночью Шин продолжил свою мрачную традицию, вырезав имя Кая на фрагменте личного знака Лены из ее Джаггернаута. Пока он это делал, Лена написала ему. До этого она навестила Аннет, рассказывая о том, что не может перестать беспокоиться о 86-м. Аннет в своей обычной беззаботной манере посоветовала Лене просто принять тот факт, что 86-е были как юниты в стратегической игре, как в Company of Heroes. Слишком одноразовые и легко заменяемые. Она предложила Лене насладиться некоторыми преимуществами городской жизни, например, побаловать себя пудингом и просто отпустить ситуацию. Но Лена не могла это сделать.
Она настаивала на том, что хочет видеть в 86-м людях, а не просто военных. Аннет не была в этом уверена. Она сказала, что если бы Лена действительно видела в них людей, то с самого начала спросила бы их имена. Слова Аннетти не выходили у Лены из головы, и позже тем же вечером она отправилась на кладбище павших солдат республики. Именно тогда она решила связаться с Шином. Она извинилась за все, что произошло накануне, и за все недоразумения в прошлом. Пытаясь наладить контакт, она представилась Шину и попросила его назвать настоящие имена членов отряда «Копье». Шин сначала колебался. Он объяснил, что слишком близко подходить к их процессорам – опасная игра для обработчиков, и это почти невозможно, если они умрут. Но после паузы он продолжил и назвал имена 20 оставшихся из 86 членов отряда, включая Кая, которого Лена знала под кодовым именем Киршблут. Лена молча слушала, осознавая, что это не просто безликие солдаты. Когда Шин закончил, Лена поблагодарила его и спросила, может ли он называть ее по имени. Шин, все еще держась на расстоянии, решил называть ее по званию. «Майор». Затем Лена услышала скрежет и спросила Шина, что он делает. Он сказал, что вырезает имя Кая на обломке ее Джаггернаута. Он объяснил, что поскольку у 86-го отряда не было настоящих могил, они заключили договор. Они будут вырезать имена своих павших товарищей на обломках их джаггернаутов, а выжившие будут носить их с собой, пока не доберутся до места назначения. Шин был последним выжившим из этого отряда, поэтому он продолжил традицию с отрядом «Копье». Лена почувствовала укол вины, зная, что Шин делал это 5 лет и видел смерть 561 человека, включая Кая. Шин помнил каждого из них, потому что носил в сердце их имена до самого конца своего путешествия. Лена снова извинилась и спросила, может ли она извиниться перед остальными членами отряда лично. Шин, не говоря ни слова, подключил Лену к остальным членам команды, чтобы она могла поговорить с ними и попытаться наладить отношения с 86-м. Когда Лена шла домой, она спросила Шина, чем сейчас занимается его брат. Шин, не задумываясь, ответил, что Шао Рэй умер 5 лет назад, как в типичной аниме-истории. Лена быстро извинилась, почувствовав неловкость из-за того, что заговорила об этом. Затем она спросила, что Шин собирается делать, когда уйдет из армии. Шин признался, что ничего особенного не хочет, но есть кое-что, что он должен сделать. Ему нужно найти Шоу Рэя, которого он искал последние 5 лет. В другой день Лена снова была на дежурстве и командовала отрядом в бою. Ей стало любопытно, и она спросила Шина, откуда он всегда знает, когда приближается легион. Но прежде чем он успел ответить, связь прервалась. Шин сказал ей отключиться от парарейда, потому что легион на этот раз отправил много отрядов черных овец, и синхронизироваться было слишком рискованно. Лена, не знавшая, что такое черные овцы, отказалась отключаться, настаивая, что ей это нужно, чтобы наблюдать за полем боя. Шин снова предупредил ее и ускорился в сторону легиона. Внезапно парарайд Нины заполнился помехами, но это был не просто шум, а ужасающая смесь голосов, криков и просьб о помощи перед смертью. Лена испугалась, оглушенная какофонией мучительных криков. Она кричит, не в силах услышать голос Шина, который пытается до нее достучаться. Наконец она приходит в себя, когда слышит голос Кая, умоляющего не умирать. Позже дома Лена не может избавиться от голоса Кая. Она сидит на кровати, все еще потрясенная, и пытается писать в своем блокноте. Но когда она тянется к своему парарейду, голоса снова начинают звучать, заполняя ее сознание и искажая все вокруг. Она паникует, умоляя голоса замолчать, пока голос Кая не прорывается сквозь хаос, успокаивая ее, и все возвращается на свои места. Во время той битвы Шин тоже слышал голоса. Лена могла их слышать, потому что Шин транслировал свои данные через парарейд, связывая их чувства. Не испугавшись, Шин бросился в гущу врагов, уничтожая легион. Райден, услышав крик Лены через парарейд, не мог не посочувствовать. Он и остальные тоже слышат голоса, когда синхронизируются с Шином. Как раз когда Шин собирался отключиться от Лены, снова раздался голос Кая. Отряд был потрясен, увидев, что тело Кая и Джаггернаут были сожжены. Так как же это было возможно? Каким-то образом легион захватил ее и превратил в одного из своих Гроувольфов. Шин быстро определил, какой Гроувольф был Каем, и приказал Кирине уничтожить его. Позже Райден сказал Шину, что отряду было одиноко, потому что Лена им не звонила, и ухмыльнулся. Шин ответил, что большинство операторов не возвращаются к нормальной жизни после того, как услышат эти голоса, и ушел. Но в этот момент Лена снова позвонила Шину, удивив Райдена тем, что она не бросила это дело. Лена извинилась за то, что вела себя так, когда услышала голоса, и спросила Шина, что это было. Шин объяснил, что это были голоса мертвых, призраки легиона. Наконец-то Лена поняла, как Шин всегда чувствовал приближение легиона. Он слышал голоса даже во сне,
хотя не всегда мог точно определить их местоположение. Но со временем он привык к этому. Затем Шин упомянул, что по мнению республики война закончится через 2 года. Лена подтвердила это, сказав, что центральный процессор Легиона был создан по образцу человеческого мозга, который должен был выйти из строя примерно через 2 года. Но Шин отметил, что Легион мог просто заменить свои процессоры до того, как они сломаются, используя ресурсы, которые они собирали на поле боя. Это включало и человеческие мозги, которые оставались после сражений, а значит, Легион фактически использовал человеческий разум для своих нужд. Лена была в ужасе, узнав, что некоторые подразделения Легиона сохраняли голоса и воспоминания погибших, воспроизводя их последние мгновения. Паршивая овца среди белых овец. Но теперь, когда паршивых овец стало больше, чем когда-либо, Чин мрачно предсказал, что они проиграют войну. Легион мог бесконечно заменять своих павших бойцов, но 86-е не могли сделать то же самое, потому что они были людьми. Большинство 86-десятых уже были мертвы, а те, кто остался, были в основном детьми, которых тоже отправляли на фронт. Пройдет совсем немного времени, и их всех уничтожат. Когда это случится, подумал Шин, будет ли Альба готова сражаться? Республика заблуждалась, думая, что каждому 86-му так же везет, как Шину, но реальность была гораздо мрачнее. Многие паршивые овцы могли выполнять только простые команды, но пастухи могли думать самостоятельно и брать на себя ответственность. Шин тоже их слышал и знал, что один из них прячется возле первого боевого отделения. Говоря это, он крепко сжал карман на груди. Лена, полная решимости помочь, пообещала сделать все возможное, чтобы изучить врага и разработать стратегию, которая позволит уничтожить его до того, как Легион уничтожит 86-й. Она сказала Шину, что хочет, чтобы все выжили. Шин, видя ее решимость, просто сказал «хорошо» и пожелал ей спокойной ночи. Война продолжается, и дела идут неважно. Один из процессоров, известный как обгоревший хвост, попал в окружение Легиона. Она зовет на помощь 6-й взвод, но они слишком заняты своими делами. Дая, как всегда, бросается на помощь, но не успевает добраться до нее, как на его Джаггернаут набрасывается рой самонаводящихся мин Легиона и взрывается, выводя его из игры. Диагон, обгоревший хвост, понимает, что она одна и помощи ждать неоткуда. Не желая стать одной из Легиона, она решает покончить с собой, выстрелив себе в голову, чтобы не превратиться в безмозглую машину. После битвы Шин идет проверить Джаггернаут Даи. Он связывается с Леной по рации и просит ее прервать связь, потому что не хочет, чтобы она видела, что будет дальше. Но Лена отказывается, настаивая, что это меньшее, что она может сделать как их куратор. Шин, решивший, что Дая не станет легионером, достает пистолет и стреляет Даю в голову, уничтожая его мозг. Внезапно Шин слышит голос Шири, и это вызывает болезненные воспоминания. Он мысленно возвращается в тот день, когда Шири душила его, обвиняя в смерти их родителей. Воспоминания о разъяренном лице брата преследуют его, когда приближается отряд Легиона Шири. Шин пытается прицелиться в отряд Шири, но его парализовало, он не может нажать на курок, он словно застыл, увидев гнев Шири. Тем временем Лена идет доложить генералу Карлсталу о 2 погибших. Она просит разрешения расширить зону действия артиллерии, чтобы поддержать отряд с тыла, надеясь уменьшить потери в будущем. Но Карлстал отказывает ей, не раздумывая. Вместо этого он рассказывает ей о новом задании для отряда. Республика подтвердила, что Легион создал новую оперативную базу недалеко от линии фронта, и он хочет, чтобы отряд уничтожил ее как можно скорее. Лена спрашивает, могут ли они получить подкрепление. Но Карлстал говорит, что времени нет. Отряд должен действовать сейчас, иначе они пожалеют об этом позже. Разочарованная, но не имея другого выбора, Лена соглашается выполнить задание. Позже той же ночью Лена сообщает отряду о новом задании. Она извиняется за отсутствие подкрепления и шутит, что у них нет даже тактического ядерного оружия, чтобы прикрыть их. Шин вмешивается, говоря, что они уже знают о базе Легиона и подозревают, что это ловушка. На следующий день отряд отправляется на задание, зная, что это ловушка. Шин напоминает всем, что база – это всего лишь приманка, и они должны быть готовы к засаде в окрестностях. План прост – выманить Легион на открытое пространство, а затем 4-й взвод откроет огонь на поражение. Когда отряд начинает атаку, все идет не по плану. Появляются засадники, и оказывается, что у них есть новая уловка, какие-то уникальные дальнобойные артиллерийские пушки, которые начинают уничтожать процессоры направо и налево. Отряд быстро теряет людей, и Лена, наблюдая за ходом битвы, анализирует расположение оружия, но не может найти выход из сложившейся ситуации. Она понимает, что они проигрывают, и ее охватывает паника. В разгар хаоса Шину вдруг мерещится лицо Шири. Сначала это его пугает, но потом он улыбается, и на его лице появляется тревожное
тревожное выражение, в котором смешались ностальгия и горечь. Тем временем Лена, видя, что ситуация складывается не в их пользу, в отчаянии отменяет миссию и приказывает отряду отступить. Она потрясена и обещает, что скоро Карлшталь пришлет подкрепление. Но Шин, всегда трезво смотрящий на вещи, говорит ей, что это все чушь. Никто не придет им на помощь. Республика не пришлет никого нового, пока не уничтожит весь нынешний отряд. Райден поддерживает его, объясняя, что Республика не собирается выпускать никого из 86-го сектора. Они дают пустые обещания освободить их через 5 лет службы, но это просто очередная ложь. Они будут отправлять их на передовую, пока все до единого не погибнут. Лена не хочет в это верить, но Райден говорит ей правду. Республика боится, что если кто-то из 86-го сектора выживет, то вернется и поднимет восстание. Поэтому они отправляют их на самоубийственные миссии в первый боевой сектор, где они почти наверняка погибнут. Наконец, Лена понимает, что Республика отправляет 86-й сектор на передовую не для защиты Альбы. Они отправляют их на смерть. Осознание этого тяжело дается Лене, и ее голос дрожит, когда она пытается осмыслить все это. Она спрашивает, знали ли об этом члены отряда, и они подтверждают, что знали. Они с самого начала знали, что никто из тех, кто отправляется на поле боя, не возвращается. Это жестокая правда, которую они приняли как часть своей мрачной реальности. Шин возвращается с поля боя, где собирал жетоны своих погибших товарищей, но есть проблема, он не смог найти одного из джаггернаутов и рассказывает об этом Райдену. Райден, пытаясь отвлечь друга от грустных мыслей, говорит, что это не его вина. Шин выдавливает из себя улыбку, но тяжесть потерь очевидна. Проходит несколько дней, пока отряд ждет новых приказов, чтобы продолжить миссию. Райден и Шин обсуждают недавние потери, и Шин мрачно предсказывает, что Республика скоро падет. Но он верит, что Лена будет сражаться до последнего. Шин также мимоходом упоминает, что нашел Шири, а значит, Шири тоже его нашла и придет за ним. Для Шина это хорошая новость. Он искал Шири много лет, но он знает, что остальным повезло меньше. Он спрашивает Райдена, что они собираются делать, и Райден, верный как всегда, говорит, что они пойдут за Шином до конца. Шин улыбается, благодарный за неизменную поддержку друга. В городе Лена тоже кое-что выяснила. Она нашла секретный приказ для отряда, и у нее упало сердце. Цель находится глубоко на территории легиона, продолжительность миссии не ограничена и нет никакой поддержки, даже ракет «Хищник». Что еще хуже, если они отступят, их сразу уничтожат. Лена понимает, что все, что говорил ей отряд, правда, Республика посылает их на самоубийственную миссию. Расстроенная, она идет к Аннет, надеясь на помощь, но Аннет отмахивается от нее, говоря, что они ничего не могут сделать. Лена, расстроенная, огрызается на Аннет, говоря, что та ведет себя как героиня какого-то фильма, которая считает себя беспомощной. Аннет отвечает, что Лена тоже виновата и ведет ее к окну, указывая на дом соседей. Оказывается, что раньше соседи были учеными и работали в той же лаборатории, что и ее отец. Их семьи были близки, но все изменилось, когда началась война, потому что соседи были в возрасте 86 лет. У них было 2 сына, один старше, другой ее ровесник. Они ходили в одну школу и играли вместе. Но когда 8-летних отправили в ссылку, одноклассники Аннет начали издеваться над ней за то, что она дружила с ними. Она хотела помочь своему другу, но когда он захотел продолжить играть, она отказала ему, и они поссорились. Когда ее отец предложил помочь соседям, Аннет отказалась и, по ее словам, донесла на них. Ее отец согласился с этим. На следующий день их соседи лишились всех социальных кредитов и были отправлены в ближайший лагерь перевоспитания. Аннет пытается оправдать свои действия, говоря, что она была всего лишь ребенком и ничего не могла сделать. Но теперь Лена чувствует себя виноватой. Она обвиняет Лену в том, что та притворяется хорошим человеком, хотя сама была замешана в этом. Затем Аннет ведет Лену в старую лабораторию и объясняет, что у соседей была странная способность обмениваться мыслями и чувствами без слов. Она показывает Лене оборудование, которое они использовали для тестирования этой способности. Все началось как игра, но когда военные узнали об этом, они попросили отца Аннет разработать устройство связи, которое имитировало бы эту способность. В результате появились устройства для паранормальных явлений, которые используются сейчас. Аннет бросает его обратно Лене, спрашивая, знает ли она, скольким в 86-м пришлось умереть, чтобы усовершенствовать эту технологию, и пытается переложить вину на нее. Позже Лена говорит Шину, чтобы он убежал, пока не погиб во время миссии. Но Шин, как всегда прагматичный, говорит ей, что все когда-нибудь умрут. Он настаивает, что он и его товарищи идут на миссию не для того, чтобы умереть, а чтобы обрести настоящую свободу. К тому же, шутит он, у них есть броня, так что все будет хорошо. Лена в отчаянии умоляет его не сражаться, но она знает, что Шин должен идти вперед. Она видит, что ему больно,
хотя он холодно смеется, когда говорит о Шире. В глубине души она не хочет, чтобы Шин сражался с Шири, даже если он теперь в Легионе. Но Шин не преклонен. Шири пастух, и Шин не собирается его отпускать. Он говорит Лене, что ей больше не нужно следить за ними или связываться с ними. Он не хочет, чтобы она слышала последние слова Шири. Это сильно ранит Лену, и она понимает, что скоро потеряет своего медвежонка. Она падает на стол. Джин говорит ей, что он и отряд Копье собираются дать республике время, уничтожив одного из пастухов Легиона, и Лена должна дожить до этого момента. На следующий день оставшиеся члены отряда Копье, Шин, Райден и 3 лейтенанта прощаются с Левом, механиком и младшими лейтенантами, которые остаются в первом округе. Лео, всегда такой милый старичок, угощает их на прощание, и они садятся в свои машины, берут Фидо с собой и отправляются навстречу тому, что их ждет. 28 сентября передовой отряд сталкивается с черной овцой, и Шин быстро находит Шири. Они узнают друг друга. Шири сразу замечает Шина и издает яростный крик, который пугает остальных членов отряда. Но Шин просто улыбается, как будто он ждал этого момента. Он говорит своим друзьям спрятаться в лесу, где Легион их не заметит. Райден, волнуясь, спрашивает, что Шин собирается делать, и Шин небрежно отвечает, что догонит их, когда разберется с Шири. Райдену становится не по себе. Он жалеет, что Шин не попросил помощи, но решает задержать другие отряды Легиона, пока Шин разбирается со своим братом. Когда Легион открывает огонь, Райден просит Шина вернуться целым и невредимым. Шин находит Шири, и тот сразу же переходит в режим гоблина, обстреливая его. Шин уклоняется от выстрелов и контратакует, но его атаки едва задевают Шири и его динозавра, который намного сильнее обычных отрядов Легиона. Шин обеспокоен, но не отступает. Другой отряд Легиона пытается напасть на Шина, но Шири уничтожает его первым. Он хочет, чтобы Шин был только его. Шин смеется. Он чувствует то же самое по отношению к Шири. Это личное, только между ними двумя. Тем временем остальные члены отряда все еще сражаются, но ситуация становится напряженной. У Тео заканчиваются патроны, и он просит прикрыть его, пока перезаряжается, и все беспокоятся, что у них тоже скоро закончатся патроны. Внезапно Лена связывается с Райденом и просит воспользоваться его левым глазом. Через несколько секунд начинают падать артиллерийские снаряды, уничтожая часть Легиона. Лена подключилась к визуальной трансляции Рейдена, чтобы определить цели и оказать огневую поддержку, извиняясь за свое опоздание. Рейден, однако, злится, потому что использование его глаза для передачи визуальной информации сопряжено с риском. Это может привести к слепоте у оператора. Но Лене все равно. Слепота не наступает мгновенно, и ей надоело, что республика ведет себя так глупо. Если они не хотят прислушаться к голосу разума, она сделает все, что в ее силах, чтобы помочь отряду. Ранее Лена обратилась к Аннет, чтобы попросить помощи в доступе к системе управления артиллерией и синхронизации зрения. Аннет, все еще обиженная, сначала отказалась, но Лена не сдавалась. Она подошла к Аннет и спросила, не был ли тот мальчик, которого она бросила, Шином. Аннет замерла, услышав его имя. Лена сказала ей, что Шин в ее отряде, и его зовут Гробовщик. Она даже показала Аннет набросок лица Шина. Аннет, растерянная и встревоженная, не знала, помогать ей или нет. Но Лена поставила ей ультиматум. Либо помоги сейчас, либо брось Шина в 3-й раз. Аннет поняла, что Лена не шутит, и назвала ее дьяволом. Лена согласилась, сказав, что они оба дьяволы. Вернувшись на поле боя, Лена спрашивает Рейдена, где Шин, и Рейден отвечает, что Шин сражается с Шири, выполняя свою настоящую задачу, из-за чего он больше не слышит голоса мертвых. Пока братья сражаются, Шин чувствует странное удовлетворение. Он маневрирует между деревьями, используя их как укрытие, чтобы запрыгнуть на динозавра и ударить его лезвиями Джаггернаута. Он стреляет в Шири, но его выстрелы блокируются жидким щитом, который превращается в руки, хватает Джаггернаута Шина и отбрасывает его в сторону, разрывая его связь с Парарейдом. Остальные черные овцы отступают, давая остальным из копья передышку. Но потом они замечают, что Шин не в сети, и паникуют, пытаясь до него добраться. Через видеосвязь они видят, что Шири приближается к Шину, и пытаются понять, что делать. Лена просит Кирину помочь с наведением, чтобы она могла обстрелять позицию Шири. Остальные сомневаются, боясь, что она попадет и в Шина, но Лена настаивает, что у нее есть план. Кирина доверяет ей и выполняет просьбу. Тем временем Шири, нависая над Шином, говорит, что его Джаггернаут очень хрупкий, и что он сдерживался во время их боя. Он говорит, что не хотел причинять Шину боль и обещает извиниться позже. Сейчас он просто рад, что Шин снова с ним, как в старые времена. Он говорит, что снова прочитает Шину историю о пустом рыцаре, но сначала ему нужно избавиться от человеческого тела Шина. Когда Шири собирается действовать,
Кирина прикрепляет свой джаггернаут к динозавру. Шири переключает внимание на нее, но потом замечает летящую на них ракету. В панике Шири понимает, что не может позволить Шину пострадать, поэтому использует джаггернаут Кирины, чтобы отбросить джаггернаут Шина в сторону, обещая защитить его любой ценой. Это переносит Шири в видение, где он повторяет одну и ту же клятву маленькой девочки позади себя, говоря, что любит Шина. Девочка спрашивает, почему он хочет причинить Шину боль, если так сильно его любит. Шири оборачивается и видит, что Шин лежит позади девушки и в замешательстве падает на землю. Девушка дает ему пощечину, приводя в чувство, и в этот момент ракета попадает в цель. К счастью, ракета оказывается неисправной и только ранит динозавра, не уничтожая его полностью. Но Шири не сдается, и отряд копейщиков понимает, что нужно действовать быстро. Они пытаются привести Шина в чувство, наблюдая, как его пара рейд то включается, то выключается. Наконец, Шин приходит в себя, когда слышит голос Шири. Он чувствует, что Шири снова душит его, обвиняя в смерти их родителей. Шин не может перестать видеть перед собой сердитое лицо брата, убежденный, что тот до сих пор не простил его. Голос Лены прерывает его мысли, говоря, что Шири пора упокоиться. Шин берет себя в руки и в последний раз запускает свой джаггернаут. Он бросается на динозавра, готовый покончить с ним. Шири пытается сопротивляться, используя свои жидкие микромашинные руки, чтобы схватить Шина. Но Шин решительно говорит ему последнее «прощай» и стреляет в Шири. В последние мгновения Шири вспоминает прошлое. Он понимает, что больше не нужен Шину, и в последний раз прикасается к его лицу, извиняясь. Это удивляет Шина, и он тянется к нему, но уже слишком поздно. Динозавр взрывается и сгорает, а Шин отпрыгивает назад, наблюдая за этим. Преисполненный горя, он наконец вспоминает счастливое лицо Шири и все хорошие моменты, которые у них были. Шин плачет, когда нахлынувшие воспоминания возвращаются к нему. Его товарищи молча наблюдают, как отряд Шири сгорает, а Шин оплакивает своего брата. К рассвету битва заканчивается, и настроение становится мрачно спокойным. Отряд доволен результатом, зная, что они сделали то, что должны были сделать. Лена связывается с Аннет и говорит ей, что битва окончена и Шин в безопасности благодаря ей. Но Аннет отмахивается от нее, говоря, что это не она спасла его, и уходит. Затем Лена связывается с отрядом и благодарит их за тяжелую работу. Шин тоже благодарит ее, и остальные члены отряда начинают болтать с ней, подшучивая над тем, что она нарушила военный протокол. Даже Тирна хвалит Лину за то, что она серьезно отнеслась к битве, и все они благодарят ее за спасение их жизни и помощь в уничтожении Шири. Затем отряд обсуждает, где бы им отдохнуть и починить джаггернауты, прежде чем продолжить путь. Они прощаются с Линой, надеясь, что она сможет поддержать следующую группу, как она сделала для них. Лина, не желая отпускать их, пытается остановить их, наблюдая, как их сигналы исчезают на ее радаре. Они уверяют ее, что сами выбрали этот путь. Отряд направляется в неизвестную часть карты, а Лина, оставшись одна, не знает, что ей делать. Она выбегает на улицу и плачет, глядя, как они исчезают. Отряд говорит последнее «прощай» и отключается, оставляя Лину на коленях, переполненную эмоциями и слезами. Отряд продолжает двигаться по отвоеванной территории, призрачной земле, где больше никто не живет. В конце концов они натыкаются на цветущее поле и решают сделать привал. Райден спрашивает Шина, что он собирается делать теперь, когда ушел из армии. Шин пожимает плечами и говорит, что у него нет никаких планов. Позже той же ночью они все вместе сидят, вспоминая и смеясь над своими приключениями. Шин кажется особенно веселым и даже шутит. Но Райден не может не волноваться. Через некоторое время Шин первым засыпает и впервые за 9 лет выглядит умиротворенным. Его товарищи замечают, что он стал выглядеть лучше. Выражение лица стало мягче, и он чаще улыбается. Они говорят, что Шин, похоже, наконец-то обрел покой, ведь он достиг своей цели найти Шири. Они знают, через что пришлось пройти Шину, как ему было одиноко, когда его товарищи погибали в бою, и как тяжело ему было справляться совсем в одиночку. Но теперь, когда он сблизился с Леной и смог попрощаться с ней, пока она была жива, это, кажется, облегчило его ношу. Райден тихо говорит, что Шин, похоже, наконец-то чувствует себя свободным, но это его и беспокоит. Шин так долго жил своей миссией, что Райдену интересно, осталось ли у него что-то, что заставляет его двигаться дальше. Утром 14 октября Шин просыпается раньше остальных и тихо уходит. Когда отряд просыпается и понимает, что Шина нет, они начинают волноваться. Они разбредаются в поисках и находят его немного позже. Он стоит перед отрядом легиона, который просто сидит и, кажется, не двигается. Райден паникует и бросается между Шином и легионом, спрашивая, какого черта он делает. Шин спокойно объясняет, что отряд легиона ранен и не представляет угрозы. Он говорит Райдену, что слышал, как тот звал его со вчерашнего дня. По голосу Шин понимает, что раньше это был один из 86 пока его
его не забрал Легион. Подойдя ближе, Шин говорит Райдену, что Легион говорит, что хочет вернуться домой. Он достает пистолет, готовый выстрелить в голову. На следующий день отряд продолжает путь, но становится ясно, что их снаряжение износилось. Одну из машин прицепили к повозке Фидо, а остальные выглядят слишком потрепанными, включая Фидо. Они медленно продвигаются вдоль обрыва, внимательно следя за возможными опасностями. Через некоторое время Шину становится скучно, и он спрашивает Андзю, который управляет машиной, можно ли поменяться местами, потому что ему нечего читать и нужно чем-то заняться. Они меняются местами, и Шин внезапно делает резкое движение. Он перерезает веревки, которыми машина Фидо была привязана к повозке с остальными членами отряда. Он врезается в скалу, вызывая камнепад, который преграждает путь между ним и его друзьями. Райден, разозленный и паникующий, спрыгивает с повозки и пытается догнать Шина, но из-за камней это невозможно. Шин говорит им через парад, что впереди отряд Легиона, от которого им не уйти, что бы они ни делали. Он собирается разобраться с ними сам, а им велит спрятаться в лесу, где Легион их не найдет. Если они продолжат двигаться вперед, то в конце концов смогут уйти. Его друзья в ярости, но сейчас они ничего не могут сделать, чтобы остановить его. Позже той же ночью Шин вступает в бой с Легионом. Он быстр и точен, пробираясь сквозь вражеские ряды, но его атаки почти не наносят урона Легиону. Отряд начинает отступать, и Шин быстро понимает, что они готовятся к выстрелу из дальнобойной пушки. Хотя выстрел из пушки не попал в цель, ударная волна сбила Джаггернаута Шина с ног. Тем временем остальные члены отряда решили не сидеть сложа руки и бросились на Шина. Шин поднялся на ноги, но внезапно увидел перед собой пастуха, командующего отрядом. Пастух холодным зловещим голосом объявил, что прихлопнет любого, кто посмеет угрожать принцессе. Шина захлестнули воспоминания о прошлом пастуха, о том, как он попал в Легион во время войны. Пастух продолжал стрелять, выпуская пушечные снаряды один за другим, даже уничтожая своих же солдат. Шин попытался встать, но его Джаггернаут был сильно поврежден. Он запаниковал, увидев приближающегося солдата. Мысль о том, что он может стать частью Легиона, пугала его, и он решил уйти по-своему. Но как только он собрался это сделать, появились его друзья с оружием наперевес, пытаясь отвлечь солдата. Услышав их голоса, Шин немного успокоился, но понимал, что они не справятся. Пока продолжалась перестрелка, солдату удалось открыть люк Джаггернаута Шина, и самонаводящиеся мины начали взрываться вокруг. Отряд продолжал стрелять, но у Тео закончились патроны в самый неподходящий момент. Пытаясь перезарядить оружие, он получил ранение от взрыва нескольких минут. Несмотря на тяжелую ситуацию, его друзья продолжали стрелять, пока их не одолел враг. За день до этого Лена посетила базу отряда в первом районе. Осматривая пустую территорию, она нашла блокнот с запиской. На записке была нарисована принцесса Свинка, а под рисунком было написано твое имя. Они также написали несколько душевных слов и подписались. Лена нашла фотографию всей команды, и это заставило ее улыбнуться, но радость была с горчинкой. Она знала, что их больше нет рядом. Держа записку в руках, она не смогла сдержать слез. Шин снова оказался на поле боя, и ему приснился сон. В нем Шири, еще совсем маленький, будет его и извиняется за то, что позвал его. Он поднимает раскрытую книгу, и когда она падает, Шири превращается в рыцаря. Он берет Шина на руки, как будто защищая его. Немного пройдя, Шири осторожно опускает Шина на землю и говорит, что дальше он пойдет сам. Шири говорит, что теперь у Шина есть товарищи, и он справится. Он уверяет Шина, что тот сильно вырос и не должен позволять воспоминаниям о прошлом тяготить его. Но Шин чувствует грусть. Он не хочет, чтобы Шири уходил. Шири продолжает идти, время от времени напоминая Шину о себе, но просит его жить свободно и найти свое счастье. Шин пытается догнать брата, но как бы быстро он ни бежал, ему это не удается. Остановившись, он зовет Шири, отчаянно пытаясь догнать его. Внезапно Шин открывает глаза и оказывается в медицинском учреждении. Он видит людей в защитных костюмах, заглядывающих в его палату через окно. Прежде чем он успевает что-то понять, дверь открывается и входит мужчина. Это Эрнест, президент Федеративной Республики Джияд. Эрнст представляется и говорит Шину, что они нашли его и его друзей после того, как Легион победил и захватил их в плен. У Шина сжимается сердце, когда он вспоминает поле боя и своих друзей, неподвижно лежащих на земле. Его охватывает паника, но тут окна слева от него становятся прозрачными, и он видит, что его друзья живы и здоровы и смотрят на него. Позже они все вместе обсуждают свою последнюю битву. Команда ругает Шина за то, что он в одиночку бросился в бой. Шин смущенно извиняется, понимая, что напугал их. Проходит месяц,
и Эрнст официально принимает их в Федерацию в качестве граждан. Команда скептически относится к этому, не понимая, почему Эрнст так охотно их принимает, но он объясняет, что Федерация принимает всех. Ему не нужны причины, чтобы привести детей в свою страну. Затем Эрнст говорит им, что с этого момента он будет их опекуном и заверяет, что они в безопасности. 5 из них больше не копья. Они теперь члены Джиад, и у них начинается новая глава. Тем временем лейтенанты Эрнста докладывают ему о том, что они нашли 80 джаггернаутов и их впечатляющие боевые журналы. Они поражены навыками команды и выражают желание работать с ними. Однако Эрнст сразу же отвергает эту идею. Он твердо решил не позволять 86-м снова стать операторами. Он не хочет повторять ошибки Республики Сан-Магнолия. Вместо этого он хочет вознаградить их миром, за который они так долго боролись. Позже Эрнст приводит команду к себе домой. По дороге они проезжают по оживленным улицам города, наблюдая за людьми, которые занимаются своими повседневными делами, наслаждаясь простыми удовольствиями, в которых им так долго отказывали. Они смотрят в окно машины и видят, что протестующие собираются, чтобы спасти 86-го, который все еще находится в республике. И это знак того, что эта страна может стать для них идеальным местом, чтобы начать все сначала. Когда они приезжают к Эрнесту домой, он знакомит их со своей приемной дочерью Фредерикой, которая тепло их встречает. Затем Эрнест признается, что тоже их усыновил, и они стали его детьми. Этот неожиданный жест лишает команду дара речи, но они благодарны. Позже той же ночью Эрнест заходит к Шину в комнату. Он отдает ему жетон Шайри, который они нашли в его джаггернауте. Время идет, и 86-е постепенно привыкают к новой жизни в Федерации. Они исследуют город, пробуют что-то новое и начинают понимать, каково это жить нормальной жизнью, чего они никогда раньше не знали. Шин проводит время в библиотеке с Фредерикой, где они встречают парня по имени Юджин и его младшую сестру Нину. Шину непривычно находиться среди обычных людей, но он постепенно привыкает. Однажды Фредерика тащит Шина на рынок, умоляя его сыграть в игру и выиграть ей мягкую игрушку. Шину это неинтересно, и он пытается отмахнуться от нее, но Фредерика знает, как его уговорить. Она ведет себя как младшая сестра, дуется и умоляет, пока Шин наконец не сдается со вздохом. Несмотря на попытки влиться в общество, желание сражаться никуда не девается. Кирина, чувствуя себя особенно беспокойно, признается остальным, что устала от этой мирной жизни. Она хочет вернуться на поле боя, где у них была цель. Неудивительно, что остальные члены команды соглашаются, что они тоже чувствуют это притяжение. Вскоре они приходят к Эрнсту и говорят, что хотят вернуться на фронт. Эрнст пытается их отговорить, беспокоясь за них. Он хочет, чтобы они наслаждались мирной жизнью, а не бежали обратно на войну. Фредерика вступает в разговор и говорит, что если Эрнст заставит их жить так, как они не хотят, то он ничем не будет отличаться от республики. Она говорит, что им нужно разрешить самим выбирать свой путь. Видя, что она права, Эрнст неохотно соглашается отпустить их обратно на войну. Но с одним условием: сначала они должны пройти военную академию. Тогда, когда война закончится, у них будет больше возможностей для жизни. Фредерика поддерживает его и убеждает их согласиться на это, потому что в жизни есть не только гордость за свои боевые навыки. Чин, удивленный ее словами, называет ее принцессой. Но Фредерика раскрывает секрет: она не просто принцесса. Она последняя императрица Гиатской империи, той самой империи, которая создала легион, уничтоживший их семьи. Отряд ошеломлен, но никто ее не винит. Она была ребенком, когда все это произошло. Фредерика продолжает и говорит, что восхищается их гордостью, и спрашивает, может ли она пойти с ними. У нее есть своя миссия. Она хочет спасти Кирию, своего рыцаря, который погиб в бою и был поглощен легионом. Она рассказывает, что Кирия — это тот самый пастух, который напал на Шина до того, как Федерация спасла их. Шин скептически спрашивает, откуда она это знает. Фредерика рассказывает о своей уникальной способности: она может видеть прошлое и настоящее людей. После поступления в военную академию Шин начинает тренироваться вместе с Юджином на тактических занятиях. Для этих тренировок они используют новые боевые машины, которые называются Ванагандер. Они немного отличаются от тех, к которым они привыкли. Во время одной из тренировок ситуация принимает неожиданный оборот. Марсель, управляя другой машиной, теряет контроль, и его машина начинает приближаться к машине Шина. Шин быстро реагирует и совершает рискованный, но впечатляющий маневр, уклоняясь от приближающейся машины и избегая столкновения. Это был опасный момент, и хотя Шину удалось избежать аварии, он и Юджин, а также другие участники тренировки, оказались в неприятной ситуации. Командир отряда Нордлик, лейтенант Грет, отчитывает их, но хвалит Шина за быструю реакцию, которая спасла их от столкновения. Это не совсем то, чем они хотели бы закончить тренировку, но по крайней мере они чему-то научились. Позже лейтенант Грет, командир отряда Нордлик, приглашает Шина и его друзей на небольшую прогулку по близлежащей территории. Когда они приходят, то с удивлением обнаруживают мемориал, посвященный их погибшим товарищам. Их старые боевые машины выстроены в ряд, как молчаливые стражи.
а на каменном памятнике высечены имена всех их погибших товарищей в память об их жертвах. Там даже есть коробка, в которой Шин хранил жетоны своих товарищей. Это место производит сильное впечатление на группу, вызывая смешанные чувства. Они тронуты тем, что их погибших не забыли, и благодарят Грет за то, что она привела их сюда. Грет с улыбкой официально приветствует их в своем отряде, давая понять, что они больше не одни, что они снова часть чего-то большего. Пока они осматриваются, появляется Фредерика с Фидо, верным роботом-питомцем Шина. Оказывается, Грет нашла Фидо и восстановила его, придав малышу новый вид. Шин в шоке, он и подумать не мог, что снова увидит Фидо, не говоря уже о том, что тот будет в рабочем состоянии. Фидо, как всегда жизнерадостный, сразу же узнал Шина и подбежал к нему, чуть ли не виляя хвостом от радости. Шин не смог сдержать улыбку, когда снова встретился со своим старым другом. Позже тем же вечером Фредерика пробралась в комнату Шина, чтобы поговорить с ним. Она сказала, что он очень похож на Кирию, ее старого напарника. Кирия был членом отряда новостей и клана, как и Шин, который был очень похож на него. Он всегда был серьезным, но никогда не злился на нее, как бы она его ни дразнила. Чтобы Шин лучше понял, она даже нарисовала Кирию и показала ему рисунок. Фредерика добавила, что Кирия был очень строгим и всегда следовал правилам, поэтому если бы он был жив, они с Шином, скорее всего, не поладили бы. Шин приготовил им кофе и, желая узнать больше о прошлом Кирии, спросил, почему тот присоединился к легиону. Фредерика немного помолчала, прежде чем ответить. После того, как империя напала на республику, была создана Федеративная республика, чтобы противостоять империи. В ответ империя отступила к крепости у своих границ, пытаясь удержать позиции. Но Федеративная республика догнала их, и началась кровавая бойня, в которой погибло много людей. Кирия оказался в самом центре событий, отчаянно сражаясь, чтобы защитить Фредерику. От постоянных потерь он сошел с ума, наблюдая, как умирают все, кого он знал. Когда крепость пала, он посвятил свою жизнь Фредерике. Но все пошло наперекосяк, когда крепость была захвачена. Эрнест забрал Фредерику и спрятал ее, чтобы защитить. Чтобы скрыть ее побег, он солгал и сказал, что она умерла, даже показал ее императорскую мантию в качестве доказательства. Когда Кирия увидел мантию, он был потрясен, искренне поверив, что Фредерика мертва. Он был опустошен и не хотел бежать, поэтому просто стоял на месте, когда легион пришел обыскивать территорию, и они его схватили. Так он стал частью легиона, монстром, и Фредерика винит себя в этом. Она смотрит Шину в глаза и говорит, что если ситуация станет опасной, ему нужно бежать. Она боится, что он станет таким же, как Кирия, и его заберут в легион, и не хочет его потерять. Фредерика говорит Шину, что у него есть будущее, которое нужно защищать, но он об этом еще не думал. Она не хочет, чтобы он его упустил. Через несколько дней Шин будет Рейдена с серьезным выражением лица и говорит, что легион в движении. Они быстро обсуждают численность и оценивают ситуацию на своих фронтах. Шин признается, что привык слышать голоса черных овец, но на этот раз все гораздо хуже. Он просит Рейдена не синхронизироваться с ним в этот раз, и Рейден понимает, что что-то изменилось, и лучше не рисковать. Грета, следящая за ситуацией, проверяет свой радар и видит Западный фронт, который охраняет соседняя страна. Их силы разгромлены, и то же самое происходит в других союзных странах. Все пытаются собрать свои силы, но непонятно, смогут ли они удержать оборону. Шин связывается с Гретой, которая сразу же спрашивает о его состоянии и о том, готов ли отряд к вылазке. Шин подтверждает, что все готово, и это застает Грет врасплох, ведь она еще даже не отдала приказ. Она впечатлена и говорит, что они должны удерживать позиции, пока остальные отряды не займут свои места. Шин улыбается и уверенно кивает, готовый действовать. Отряд Нордлихка выдвигается и объединяется с другим отрядом, который пытается сдержать легион. Шин быстро приказывает союзному отряду отступить и перегруппироваться, говоря, что они выиграют немного времени. Благодаря новым боевым машинам Риджинлофа, разработанным командой Грет, отряд Нордлихка — это сила, с которой нужно считаться. Эти улучшенные машины позволяют им точно определять цели в тылу легиона и одновременно выпускать несколько ракет. Они даже могут наводить цели для дальних атак, что дает им огромное тактическое преимущество. Тео, меткий стрелок, использует разрушенные строения в своих интересах, маневрируя среди обломков и стреляя по врагам сверху. Пока отряд Нордлихка продвигается вперед, прибывает союзный отряд и просит их прекратить огонь. Командир благодарит Шина и его команду за то, что они удерживали позиции, пока остальные отряды не присоединились к битве. Он предлагает им отступить и пополнить запасы. Но Шин предупреждает его, что они столкнулись только с авангардом, основные силы легиона уже в пути. Если они отступят сейчас, то вся зона боевых действий будет разрушена. Вместо этого Шин предлагает отряду Нордлихка перехватить основную волну и остановить их продвижение. Не раздумывая, он приказывает своему отряду следовать за ним.
Вскоре они добираются до основных сил легиона и сразу же открывают огонь, чтобы остановить наступление врага. Битва становится все ожесточеннее, когда прибывает основная сила легиона и начинается хаотичная перестрелка. Вернувшись на базу, Фредерика делает все возможное, чтобы найти Кайрию с помощью своих способностей. Зная, что он предводитель главных сил, она решает привести отряд Нордлика к нему. Закрыв глаза, она определяет его местоположение и связывается с ним, чтобы передать информацию. Но когда она устанавливает связь, то видит Кайрию, который, как и раньше, когда сошел с ума, безумно ухмыляется, сражаясь с врагами. Вид Кайрии в таком состоянии пугает Фредерику, и она пытается предупредить Шина, умоляя его не продолжать. Но Шин слишком погружен в битву и не слышит ее. Он полностью поглощен сражением с легионом. Ему все равно, выживет он или умрет. Он просто хочет уничтожить как можно больше врагов. Шину удается прорваться сквозь ряды легиона, уничтожая врагов в ближнем бою. Он действует с невероятной скоростью и силой. Он полностью погружен в битву, уничтожая одного врага за другим, пока наконец не приходит в себя, запыхавшийся, но победоносный. Легион отступает, и Грет приказывает отряду вернуться на базу. Когда они возвращаются, Фредерика явно расстроена поведением Шина. Она говорит ему, что он ведет себя так же, как Кайрия, и плачет, обнимая его. Шин ничего не говорит, он просто гладит ее по голове, успокаивая, как умеет. Однажды ночью Шина вызывают в кабинет генерала. Генерал сразу переходит к делу и спрашивает Шина, слышит ли он голоса легиона. Шина говорит, что слышит, и в доказательство указывает на близлежащие территории, где сейчас скрываются силы легиона. Впечатленный генерал поручает Шину возглавить важную операцию по захвату, которую одобрили союзные страны, включая Республику Сан-Магнолию. Цель миссии – Нордлич должен уничтожить подразделение Кирии, известное как Морфо, огромную пушку, которая представляет серьезную угрозу. Гретел, услышав план, сразу же возражает. Она беспокоится за детей и утверждает, что эта миссия может их всех убить. Зачем им в этом участвовать? Требует она. Но пока генерал и Гретта спорят, Шин отвлекается. Он слышит знакомые голоса своих павших товарищей, которые шепчут ему из прошлого. Они говорят, что причина, по которой они должны это сделать, проста. Они 86-е. Шин оглядывается через плечо и с удивлением видит их, своих старых товарищей по отряду, стоящих прямо за ним. Они шутят и смеются над спорами генерала и Греты, как в старые времена. Они напоминают Шину, что жили и умерли с честью, и благодарят его за то, что он хранит их воспоминания и жетоны. Один за другим они исчезают, оставляя свои жетоны. Шин тяжело переживает их уход. Он так долго нес бремя их потери, а теперь ему кажется, что все его бросают. Когда он уже готов погрузиться в печаль, он замечает Лену. Она подходит к нему и говорит, что никогда его не забудет. Это слабое утешение, но оно поднимает Шину настроение. Он находит утешение в мысли, что эта миссия, эта операция по захвату, может стать его шансом воссоединиться с товарищами, если все пойдет не так. Помня об этом, Шин поворачивается к Лене и прощается. Гретти собирает свой отряд и инженеров, чтобы отправиться на старую базу. Внутри она показывает им Надсиру, прототип самолета, который позволит им добраться до Морфо. План состоит в том, чтобы лететь на низкой высоте, чтобы их не заметили, и добраться до цели быстрее и незаметнее, чем обычно. Благодаря способности Шина чувствовать легион и навыкам пилотирования Гретти, они смогут добраться до Морфо без особых проблем. Но есть одна загвоздка: Надсира не может быстро поворачивать, поэтому им придется избегать засад по пути. Фредерика не в восторге от этого плана. Она боится, что они смогут уничтожить Морфо, но застрянут на территории легиона и не смогут вовремя выбраться. Шин, однако, спокоен. Он говорит ей, что главная цель миссии – уничтожить Морфо, а остальное не так важно. Если они справятся – отлично. Если нет, то такова жизнь солдата. Фредерика знает, что он прав, но это не уменьшает ее беспокойство. Позже Шин приходит к Фредерике в комнату. Ей приказали вернуться на базу и в город, но она категорически отказывается уезжать. Шин спрашивает, почему она упрямится, если так сильно хочет спасти Кирию. Он уверяет ее, что помнит голос Кирии, поэтому ее присутствие не обязательно для миссии. Если она будет продолжать просить Нордлихт не отправляться в путь, возможно, она на самом деле не хочет помочь Кирии. Он предлагает ей вернуться домой,
но Фредерика слишком упряма для этого. Она признает, что хочет свергнуть Кирию, как Шин сверг Шири, но она боится, что если Шин выполнит эту миссию, то закончит так же, как Кирия, и она снова останется одна. Шин спокойно говорит ей, что он не Кирия. Он делает это не ради нее. Это еще больше расстраивает Фредерику, и она кричит на него, что он заставляет ее страдать так же, как Шири заставил страдать его. Шин собирается уходить, но Фредерика хватает его за руку, по ее лицу текут слезы, и она умоляет его не уходить. Она не может вынести мысли о том, что потеряет еще одного старшего брата. Шин ничего не говорит, он просто позволяет ей на мгновение обнять его. Через месяц отряд загружает свои мотоциклы в Надчезеру, готовясь к отъезду через 30 минут. Грета подходит к ним, чтобы подбодрить, напоминая, что они должны сделать все возможное и вернуться живыми. Она признает, что хотя они и 86-й отряд, они все еще дети. Они могут гордиться своей борьбой, но она гордится тем, что защищает их. Перед тем, как они улетают, с ними связывается Эрнст, чтобы пожелать удачи и напомнить, что они должны сделать все возможное. Он прямолинеен и не хочет, чтобы они погибли. Он шутит, что если они умрут, он может просто сойти с ума и разрушить мир. Он приказывает им вернуться живыми, всем им. Особенно если они планируют продолжать сражаться до конца. Отряд не обещает остаться в живых, но соглашается. Когда Надчезера приближается к Морфо, на нее внезапно нападает рой легионеров. Грета, сохраняя спокойствие, решает высадить отряд раньше, чем они доберутся до запланированного места. Она считает, что они могут продолжить миссию, пока она и остальные члены команды сдерживают отряды легиона. Шин явно обеспокоен, потому что это определенно не входило в план, но Грет уверяет его, что она знает, что делает. После высадки они продвигаются вперед, ориентируясь по острому чутью Шина, чтобы подобраться ближе к Морфу. По пути их перехватывают отряды легиона, но они справляются, обстреливая врагов ракетами. Наконец они замечают Морфа, который все еще ремонтируется, и сразу же докладывают в штаб. Они получают разрешение на атаку и начинают обстреливать Морфа всем, что у них есть. Но даже в таком состоянии Морф не шутка, он начинает двигаться, демонстрируя свою мощь. Бой усиливается, и Шин слышит голос Кирии, которая насмехается над ним, повторяя, что он проиграет. Морф поднимает свой огромный рельсотрон, готовясь выстрелить, но вдруг останавливается. Фредерика срочно связывается с Шином и говорит, что то, что он видит, не настоящая Кирия. Шин быстро сканирует Морфа и понимает, что она права, это не настоящий Морф. Он приказывает своей команде немедленно отступить. Тем временем в другом месте настоящий Морф парит в воздухе, заряжая свой рельсотрон, прежде чем выпустить разрушительный снаряд. Ударная волна нарушает работу радаров, вызывая сбои в связи со штабом. В штабе начинается паника, пока они пытаются понять, что происходит. Кто-то предлагает запустить ракеты по месту, где находится фальшивый Морф, но Эрнст отказывается, указывая, что они до сих пор не знают, откуда была настоящая атака. Другие настаивают на том, чтобы отправить больше солдат для защиты, но Эрнст и это отвергает. Он не собирается жертвовать жизнями без четкого плана. Они должны придерживаться текущей стратегии, иначе он просто позволит легиону их уничтожить. После напряженного ожидания сигналы возвращаются, и они понимают, что штурмовая группа все еще жива. К облегчению Эрнста, Шин сообщает своим друзьям, что настоящий Морфо находится в другом месте, и они быстро меняют план, немедленно выдвигаясь. Когда они приближаются к настоящему Морфо, они открывают непрерывный огонь, но Морфо создает силовое поле, блокирующее их атаки. Но они продолжают стрелять, решив прорваться. Тем временем Кира докладывает другому пастырю по имени Безликий, что Морфо был в спящем режиме, чтобы его не обнаружили. Он думает, что успешно заманил Шина в ловушку и уничтожил его. Безликий, довольный, приказывает Кире сменить местоположение. Но тут Кира замечает, что Шин все еще жив, уклоняется от атак и точно стреляет в ответ. Поняв, что Шин все еще сражается, Кира решает вступить с ним в бой. Когда Шин слышит голос Киры, он полностью погружается в него и не слышит, как его товарищи зовут его. Безликий, наблюдающий издалека, приказывает Кире отступить. Предупреждая, что отряд Нордлик сильнее, он запрещает Кире продолжать бой. Но Кира, слишком увлеченный своей местью, не может смириться с мыслью о том, что нужно отступить. Он готов сразиться с Шином, который нападает на него с невозмутимой, почти пугающей улыбкой. Но в конце концов Кира отступает, и Шин на мгновение теряется. Пока Шин наблюдает за отступлением Морфа, он наконец приходит в себя и слышит отчаянные крики своих товарищей, их атакуют легионеры, которые возвращаются на свои позиции. Шин быстро приказывает отряду следовать за Морфом, но остальные сомневаются, хотят дождаться подкрепления.
Шин, как всегда упрямый, отказывается ждать, и отряд разделяется. 86 человек продолжают преследовать Морфа, а остальные остаются, чтобы разобраться с легионерами. На следующий день Кирия погружен в свои мысли, вспоминая личную метку Шина, которая принадлежит клану Нузен. Он чувствует странную связь с Шином, считая, что они оба должны быть на поле боя. Но когда он видит красный флаг, напоминающий о красной мантии Фредерики, в нем вспыхивает гнев. Он вспоминает их тесную связь и клянется отобрать у Шина все назло ему. Тем временем Шину звонит подполковник и предупреждает, что если они продолжат преследовать Морфа, то не смогут вызвать подкрепление с воздуха. Шин не обращает внимания на это и говорит, что не хочет отступать, потому что если они не убьют Морфа, он вернется. Подполковник неохотно позволяет Шину делать то, что он хочет. Вскоре после этого отряд обнаруживает, что Фредерика последовала за ними на поле боя, пробравшись на Фидо. Они сразу же злятся на нее за то, что она подвергает себя опасности, но она отвечает, что они сами готовы умереть в бою. Она напоминает им, что вернуться домой – это приказ, который они должны выполнить. Шин просит Райдена отвлечь Фредерику, но Райден сомневается, зная, что будет непросто провести ее через еще одну волну легионеров. Вместо этого он предлагает ей укрыться в его ригенском листе. Чин, не видя другого выхода, протягивает Фредерике пистолет, говоря, что если что-то пойдет не так, она сможет воспользоваться им и уйти. К его удивлению, Фредерика спокойно берет пистолет, обещая вернуть его, когда миссия закончится, и надеясь, что они все вернутся домой целыми и невредимыми. Команда продолжает двигаться вперед, но вскоре они сталкиваются с несколькими легионерами, которые пытаются устроить им засаду. Им удается увернуться от первых атак и добраться до вершины утеса, пока легионеры спускаются по склону. Шин сообщает отряду, что расстояние между ними и Морфо, который внезапно остановился, сократилось. Он говорит, что это их шанс сократить дистанцию, пока Морфо неподвижен. Как только они собираются двинуться дальше, легионеры замечают их и открывают огонь. Анжу получает ранение и падает с утеса. К счастью, она не сильно пострадала, но оказывается в ловушке во враге. Она говорит остальным идти дальше, пока она сдерживает часть легионеров. Остальные члены отряда продолжают двигаться вперед, но вскоре они сталкиваются с еще одним отрядом легионеров, преградившим им путь. На этот раз Тео остается, чтобы справиться с угрозой, позволяя остальным идти дальше. Тем временем Кирия наблюдает за ними на своем радаре. Он удивлен, почему они продолжают разделяться, но впечатлен тем, что им удалось его найти. Он подключается к широкополосной сети легиона и устанавливает график стрельбы для своего подразделения, предупреждая, что все коммуникации будут отключены до окончания стрельбы. И не хочет, чтобы его отвлекали, пока он будет преследовать Шин. Фредерика, почувствовав опасность, кричит, чтобы команда пригнулась, и Кайри стреляет в них. Кирина находит хорошую позицию и начинает отстреливаться, пытаясь выиграть время для Шина и Райден. Раздосадованная ее вмешательством, Кайрия стреляет в Кирину. Шин и Райден начинают беспокоиться, что ее могли убить. Вскоре Шин и Райден тоже попадают под обстрел. Фредерика и Райден получают ранения, регенерационный лист Райдена поврежден на одной из ног. Шин быстро приказывает Фредерике сесть в Фидо, и Фидо следует за ним, а раненый Райден остается на месте. Шин говорит Райдену, чтобы тот не умирал, и Райден кивает, изо всех сил стараясь держаться. Затем Шин приказывает Фидо остановиться и спрятаться вместе с Фредерикой. Он ясно дает понять, что если их всех убьют, Фидо должен вернуться в Федерацию. Фредерика протестует, желая поговорить с Кайрией напрямую, но Шин настаивает, что если она действительно хочет спасти Кайрию, то должна выжить. Его слова успокаивают ее, и она соглашается. Наконец Шин добирается до Кайрии, и та едва не сходит с ума от желания разорвать его на части. Начинается бой, адреналин Шина зашкаливает, и он впадает в берсеркерский режим. Кайрия выпускает шквал пуль, но Шин молниеносно уклоняется от них, впечатляя даже Кайрию. Шин быстро понимает, что его атаки не наносят особого урона, и решает перейти в ближний бой. Он думает о том, как ему нравится сражаться, как это помогает ему забыть обо всем остальном. Шину удается сократить дистанцию и нанести удар по Морфу. Тем временем Фредерика, используя свои способности, наблюдает за ходом битвы. Она видит, что Шин пытается вывести Морфа из строя, надеясь, что тот перегреется. Кирия, понимая, что делает Шин, раздражается, но в то же время впечатлена его стратегией. Кирия представляет, как они с Шином сражаются бок о бок и завоевывают мир. Но он знает, что Шин слишком силен для этого. Фредерика вспоминает, как Юджин однажды сказал, что у Шина всегда есть запасной план. Но она также знает, что Кирия не промах.
У него тоже есть свои приемы, особенно в ближнем бою. Она пытается предупредить Шина, но он возвращается к реальности, когда видит, что Морф внезапно пытается нанести удар. Шин едва успевает увернуться, но оказывается прямо перед многоствольной пушкой. Пушка стреляет в него, но Райден успевает выстрелить и отбросить пушку в сторону. Кирия, видя, что Райден вмешался, целится в него. Шин понимает, что они в беде, когда у него заканчиваются патроны. Он связывается с базой и сообщает, что все остальные уничтожены, а он остался один. Морф все еще активен и нависает над ним. Воспоминания о погибших товарищах и слова Лены всплывают в его голове, и он не может избавиться от ощущения, что они прощаются с ним навсегда. Смирившись, но решительно настроенный, Шин атакует Морфа, готовый встретить свою смерть. Но как только он ожидает худшего, прилетает подкрепление, и ракеты со всех сторон бомбардируют Морфа, заставая Кирию врасплох. Кирия разворачивает крылья Морфа, чтобы защитить его от атаки, и отбрасывает Шина назад. Еще несколько ракет падают на землю, поджигая Морфа. Кирия в ярости и отчаянно пытается ударить Шина, но внезапно перед ним появляется Фредерика, стоящая перед регенерационным листом Шина. Она спрашивает, почему он так одержим уничтожением человека, которого никогда не встречал, особенно из своего клана. Кирия, охваченный болью, говорит ей, что единственное, что у него осталось, это желание, и это единственное, что заставляет его двигаться дальше. Потому что он думает, что Фредерика тоже ушла. Движимый гневом, Кирия рвет регенерационный лист Шина, пока Фредерика не стреляет в него из пистолета, возвращая его в реальность. Он на мгновение успокаивается, увидев, что Фредерика жива, но его гнев быстро возвращается, и он думает, что Шин взял ее в заложники. Фредерика в отчаянии выходит из укрытия и пытается остановить его. Она направляет пистолет себе в голову, умоляя Кирию спасти ее. Кирия кричит, умоляя ее не делать этого, в панике протягивая к ней руки. Шин бросается на Кирию, но когда Кирия замечает Шина, тот замахивается, пытаясь ударить его. Шин ловко уворачивается и забирается на Морфа. Он спрашивает Фредерику, где Кирия, и она указывает ему на место за главным орудием. Шин находит Кирию и стреляет в него. В этот момент Фредерика представляет другую реальность, где Кирия и Шин служат в ее империи. Она видит, как Кирия постоянно ругает Шина, но Шири вмешивается и успокаивает его, уводя Кирию. Фредерика пытается догнать их, но не может. Кирия оглядывается на нее и Шина, а затем уходит, присоединяясь к Шире и остальным, кто уже ушел. Фредерика возвращается в реальность, тихо прощаясь с Кирией. После того, как Шин нанес последний удар, Морф самоуничтожился. Когда Шин в последний раз атаковал Морфа, он крикнул Кирии, что мертвые должны оставаться в прошлом. Но когда Шин выстрелил в последний раз, Кирия схватил его за руку, и провода, удерживающие лист Регина, не отсоединились, а Морф уже был готов взорваться. Кирия сказал Шину, что ему тоже пора уходить. Он такой же мертвый, как и Кирия. Он спросил, почему Шин, который собирался умереть в этой битве, все еще жив. Кирия отпустил руку Шина, но тот не хотел отпускать. Кирия оттолкнул руку Шина, и в этот момент Морф взорвался. Шин выжил, но потерял сознание, и у него перед глазами промелькнуло воспоминание о том, как Шири душил его. Он посмотрел на жетон Шири и услышал, как его брат говорит ему, чтобы он отпустил. Но Шин отказался. Он увидел своих павших товарищей, которые благодарили его за то, что он донес их досюда. Но потом раздался другой голос, который твердил ему, что у него ничего не осталось, никто не будет по нему скучать. Он говорил, что у него нет причин жить, и он остался в живых только для того, чтобы убить Морфа. Голос Шири прервал его, сказав, что Шин должен быть счастлив. Но Шин закричал, что Шири не может указывать ему, что делать после того, как бросил его. Он не понимал, почему все вокруг бросают его. Внезапно Шин оказался на месте мемориала 86-го, и в его голове зазвучал голос, говоривший, что он нашел место, где можно умереть. Шин опустился на колени перед мемориалом, глядя на нож, которым он вырезал жетоны, и на жетон Шири. Вдалеке он увидел своих друзей и Фредерику, которые шли к нему. Они предложили помочь ему нести его ношу, но когда Шин протянул к ним руку, она отлетела, и Райден сказал, что они тоже его бросили. Их образы померкли, и Шин умолял их подождать, но они исчезли. Он очнулся в своем листе Риджин, все еще протягивая руки к небу. Пока Морфо продолжал гореть, Шин понял, что его друзья все еще не в сети. Он заметил метку Шира у своей ноги и попытался дотянуться до нее, но его ремень безопасности не давал ему это сделать. Разочарованный, он закричал от бессилия. В этот момент к нему подбежал легионер и стал насмехаться над ним, говоря, что все кончено. Вспомнив, как он бежал за Шири, Шин умолял легионера убить его, чтобы он мог наконец воссоединиться со своим братом. Но прежде чем легионер успел нанести удар, его кто-то опередил. Появилась Лена и подбежала к листу Риджин, чтобы проверить, как он.
Они обменялись парой слов, и Шин сказал ей, что его отряд позади него. Он уговаривал ее пойти с ним, чтобы его отряд мог ее защитить, но Лена отказалась, сказав, что ей нужно остаться и сражаться за свою страну. Цин, удивленный, спросил, почему она продолжает сражаться, не хочет ли она умереть. В этот момент появился Циклоп, капитан нового отряда Лены, и их синхронизация случайно подключилась к устройству Шина. Шин с удивлением понял, что она была его бывшей начальницей. После разговора с Циклопом Лена сказала Шину, что не собирается прекращать сражаться только потому, что шансы не в ее пользу. У нее есть люди, которых она хочет найти, люди, которые вдохновили ее в 86-м. Подойдя ближе, Лена официально представилась Шину. Наконец он узнал ее и прошептал «Майор», что застало Лену врасплох. Он быстро отключил устройство и спросил, почему она все еще сражается за тех, кого уже нет. Лена ответила, что они научили ее истинной природе Легиона, поэтому она все еще жива. Если они помогли ей выжить, то только потому, что хотят снова ее увидеть, и она намерена продолжать жить, пока это не случится. Она достала записку и фотографию, которые они оставили для нее, и показала их Шину, сказав, что хочет забрать 86-го за пределы поля боя. Увидев фотографию своего отряда, Шин улыбнулся. Лена сказала ему, что он должен гордиться собой, потому что сражался до конца. Потрясенный Шин заплакал и позвал своего майора, пытаясь открыть люк своей машины, чтобы встретиться с ней лицом к лицу. Но он остановился, когда заметил, что рядом летят отряды Легиона, направляясь к республике. Циклоп бросился предупредить Лену, но как раз вовремя прибыло подкрепление и сбило отряды Легиона. Циклоп заметил личный знак Шина, понял, что он жив, но не стал говорить об этом Лене, вспомнив, что она никогда не видела Шина лично. Грета связалась с Шином, поздравила его с выполнением задания и сообщила, что остальные 86-е тоже выжили. Они быстро синхронизировались с Шином, обрадовавшись, услышав его голос. Они сказали ему, что беспокоились, потому что он не двигался после взрыва. Шин, переполненный эмоциями, слушал голоса своих друзей и почувствовал облегчение. Райден заверил его, что вся эскадрилья Нордлиха добралась до места назначения, и на этот раз никто не остался позади. Шин не смог сдержать улыбку. Эрнст тоже связался с Шином и сказал, что беспокоится о своем сыне, чем рассмешил Шина. Эрнст сказал, что обдумывает план спасения оставшихся 86 человек в республике и предложил Шину и его друзьям вернуться. Но Шин отказался, сказав, что они останутся в Джаяде. Ему было все равно, что будет с республикой, но были люди, которых он хотел защитить. Эрнст сказал ему, чтобы он возвращался домой и отдохнул, пока Лену и ее солдат будут сопровождать на базу. Шин согласился. Появилась Фредерика, и Эрнст сказал ей, что когда она вернется домой, ей придется ответить за свои поступки. Шин, удивленный, что она выжила после взрыва, устроенного Морфом, слушал, как Фредерика рассказывала, что Кирия защитил ее в последние минуты своей жизни. Она извинилась, что у нее больше нет пистолета Шина, но Шин заверил ее, что это не важно. Лена и Циклоп сели в самолет и отправились домой, а Фредерика подразнивала Шина, что он разговаривал с Леной. Шин никогда не рассказывал Фредерике о Лене, но благодаря своим способностям она все слышала. Она предложила, чтобы Шин встретился с Леной, когда война действительно закончится. Лена идет по пути, проложенному Шином, и Шин должен быть там, чтобы встретить ее. Шин улыбнулся при этой мысли. На базе Грета включила запись разговора Лены и Шина, подшучивая над ним. Через год Лена приезжает в Джида, чтобы встретиться с Эрнстом. Он ведет ее к мемориалу 86, месту, которое имеет для нее большое значение. Стоя перед мемориалом, Лена молча отдает дань уважения павшим 86, которые сражались за республику, и снова клянется никогда не забывать их и данное обещание. Она вспоминает о жертвах, которые они принесли, и подтверждает свою решимость почтить их память, продолжая сражаться. Затем Эрнст ведет Лену к 5 членам отряда 86, которыми она когда-то командовала, к тому самому отряду, с которым она так долго пыталась связаться. Когда они появляются в поле зрения, у Лены перехватывает дыхание. Наконец-то она стоит лицом к лицу с людьми, которыми восхищалась издалека. Чин выходит вперед, выпрямившись во весь рост, и представляется бывшим командиром ее отряда, гробовщиком. На мгновение Лена теряет дар речи, ошеломленная тем, что наконец-то встретилась с ними лично. Увидев Чина, Лена не может сдержать слез. Все эмоции, которые она сдерживала, вырываются наружу, и она плачет, понимая, что наконец-то догнала людей, которыми восхищалась. Чин и остальные наблюдают, как она дает волю чувствам, и смягчаются, видя, что их бывший командир теперь стоит рядом с ними. Лена вытирает слезы и улыбается, зная, что с этого момента она будет сражаться вместе с ним.